костюмах, униформе от Марка Джейкобса и с чемоданами от Луи Vuitton под мышкой. Именно так выглядели главные герои фильма «Поезд на Дарджилинг» от Уэса Андерсона 2007 года. И если вы не видели этот фильм, я вам завидую, а если посмотрели, сегодня о нем узнаете более детально. Меня зовут Гонза Елена, и я рассказываю о кино и костюмах кино. И сегодня будет интересно. Созданный Уэсом Андерсоном, Романом Копполой и Джейсоном Шварцманом, этот фильм рассказывает историю братьев Уитменов. Сюжет повествует о трех братьях: Фрэнсисе в исполнении Оуэна Уилсона, Питере в исполнении Эдриана Броуди и Джеке, которого играет Джейсон Шварцман. Они отправляются в духовное путешествие по Индии, чтобы воссоединиться и исцелиться после смерти их отца, которого не стало за год до происходящих на экране событий, а также найти мать и восстановить с ней связь. Мать, кстати, играет Анжелика Хьюстон. Фрэнсис, старший брат, как раз уговорил двух остальных поехать на поезде Darjeeling Limited, который и есть связующим всего сюжета фильма. По сути, перед нами богатые жители Запада, путешествующие с безумным количеством багажа по Индии, и которые ожидают каких-то чудес, блуждая по священным местам. Но в то же время они одеты в строгие костюмы и варятся в собственных переживаниях, нехотя идя на контакт даже друг с другом. Их одежда анонимна для мегаполиса, но тут, на фоне сельской Индии, они выходят на первый план, периодически поглощая болеутоляющие, даже не вынимая сигарету изо рта. Во вселенной Уэса Андерсона персонажи всегда определяются одеждой. В принципе, режиссер известен тем, что он унифицирует героев. И, в принципе, даже не зная режиссера, по костюмам можно сказать, что да, вы смотрите фильм Уэса Андерсона. И здесь не случилось исключения. Художницей по костюмам этого фильма стала Милена Канонера. Четырехкратная обладательница премии «Оскар», множество премий «Бэфта». Она также известна сотрудничеством с такими режиссерами, как Фрэнсис Форд Коппола, Стэнли Кубрик, Уэс Андерсон и София Коппола. «Заводной апельсин» 1971 года, «Сияние» 1980, «Крестный отец 3» 1990, «Водная жизнь» Стива Зису 2004, «Мария Антуанетта» 2006, «Отель Гранд Будапешт» 2014. Далеко не полный список ее работ. Еще будучи маленькой девочкой, Милена Канонера обожала истории. Она, не переставая, читала книжки и очень любила кинематограф. Она настолько этим увлекалась, что для родителей даже в какой-то момент стало наказанием запретить ей читать книгу, если та провинилась. Тем не менее, на самом деле, они очень помогали и поддерживали, и мама даже в 60-х предложила ей переехать в Лондон из Италии, где Милена Канонера собиралась поступить в киношколу. Но ее планы изменились, так как подруга познакомила ее со Стэнли Кубриком. И она начала работать с Кубриком и его женой Кристианой над монтажом картины 2001 «Космическая Одиссея», который вышел в 1968 году. Именно тогда у Канонеры была привилегия наблюдать, как работает Стэнли Кубрик, как он сосредотачивается на поиске совершенства и как он прорабатывает каждый образ. Именно он ее научил, что нужно фокусироваться на образе персонажа полностью. Благодаря ему она поняла, что главное в персонаже – это лицо, и поэтому необходимо всегда сотрудничать и держать хорошие отношения с гримерами и парикмахерами. И кроме того, когда создаешь образ персонажа, обязательно нужно держать в голове концепцию сюжета всего фильма. Именно благодаря Кубрику она и начала свою карьеру как художник по костюмам, сотрудничая с ним над его самыми популярными фильмами. Возможно, именно благодаря такому учителю, а не теоретическим знаниям киношколы, которые она могла получить изначально, Милена Канонера и сформировала свой действительный стиль как художника по костюмам. Она действительно каждый раз создает какого-то определенного персонажа. И кроме того, она не единожды сотрудничала с очень известными модельерами или фирмами по разработке одежды. У того же Уэса Андерсона она сотрудничала с Adidas, которые создавали обувь для Стива Зису, которого играл Билл Мюррей.
Также она еще в 1983 году сотрудничала с Ив Сен-Лораном, который создавал для его музы Катрин Денев одежду для фильма «Голод». А также здесь снова она сотрудничала с еще одним известным дизайнером, с Марком Джейкобсом. Хотя идея сотрудничать и с Канонеро, и с Марком Джейкобсом скорее пришла к Уэсу Андерсону, так как они с Джейкобсом уже были знакомы. За несколько лет до этого, как говорил Марк Джейкобс в одном из интервью, кажется, их познакомила София Коппола в Париже на праздновании своего дня рождения. И он был в восторге от фильма «Семейка Тененбаум» Уэса Андерсона еще до того, как они пожали друг другу руки. Марк Джейкобс, известный своим тонким современным подходом к классической одежде, создал для 3 главных персонажей костюмы для путешествий. Это костюмы двойки, которые сделаны из фланели, и они на самом деле все одинаковые, хоть и разных цветов, что в свою очередь символизирует родство этих ребят, которые по сюжету год не общались. Кроме того, у них и рубашки одинаковые, но каждая определенного цвета, что подчеркивает их абсолютно разное эмоциональное состояние. Фактически на протяжении всего фильма герои появляются в этих костюмах. Передача символизма через костюм – история не особо новая, не особо сложная, но здесь она очень хорошо играет. Здесь до того момента, как персонажи еще начали говорить, мы о них узнаем немножко больше, чем могли бы, если бы они были одеты иначе. Например, по той же рубашке Джейсона Шварцмана, которая черная, мы можем прочитать его такой статус немножко Дон Жуана или плейбоя. И мы это видим на протяжении всего фильма. Это любовник с разбитым сердцем, который пытается заглушить свою боль и привязанность через отношения с проводницей этого вагона. Также мы видим флешбеки с Натали Портман, которая здесь появляется на долю секунды, и это один из снова-таки фирменных знаков Уэса Андерсона внести в кадр персонажа на 1-2 секунды всемирно известного актера с его ролью «Кушать подано». Здесь, кстати, также появляется Билл Мюррей, который немножко больше, чем Натали Портман, присутствует на экране. Отсылкой, кстати, к разбитому сердцу Джека является еще короткометражка Уэса Андерсона, которая вышла в том же году. Видимо, по сюжету не сильно было классно вместить эту историю в фильм, поэтому вышла отдельно короткометражка. То есть, если вам прямо про Джека сильно интересно, вот, пожалуйста. В том фильме рассказывается маленькая история о его встрече с возлюбленной, которая, опять-таки, играет Натали Портман, где-то в отеле в Париже. К слову сказать, кстати, вот Натали Портман сыграла, считай, в одном фильме Уэса Андерсона, так же, как и Кейт Бланшетт, которая сыграла в фильме «Водная жизнь» Стива Зису. Это как раз те актрисы, с которыми не сильно он сработался как режиссер с актерами. Что же, такое бывает, но мы просто знаем, что Уэс Андерсон имеет свой костяк актеров. Мне лично, как человеку, который очень любит Натали Портман, очень жаль, что я не могу ее лицезреть в фильмах одного из любимых режиссеров. Это такое. Следующая рубашка – это рубашка белая, в которой появляется герой Эдриана Броуди, и который мнит себя самым правильным, самым тем парнем, который имеет право и привилегию получить все оставшееся от отца вплоть до его очков. В конце концов, он единственный женат, и его жена беременна, и самый он такой безвинный и хороший. А старший Фрэнсис в исполнении Оуэна Уилсона появляется в рубашке цвета хаки. Тем самым он их всех немножко тушит, немножко подуспокаивает и пытается как-то совместить и братьев, и себя в том числе, и как-то найти гармонию между ними и какое-то взаимодействие приятное для всех троих.
У Уэса Андерсона давно была идея сделать фильм про трех братьев, которые путешествуют в поезде, но после того, как он увидел отреставрированную версию фильма «Река» Жана Ренуара, благодаря кинематографическому фонду Скорсезе, он решил, что действие будет происходить именно в Индии. Также на Индию его вдохновляли сюжеты фильмов Сатьяджита Рэя и документальные фильмы Луи Маля об Индии. В книге Мэтта Золлера Зейтса, можно сказать, наверное, что биографа Уэса Андерсона, книга называется «Коллекция Уэса Андерсона», и в этой книге он печатает интервью с Уэсом. В общем, там они сходятся на том, что основная идея этого фильма – это американец за границей. То есть человек, который путешествует, ему интересна страна, но он не впускает ее внутрь, он ее не пропитывается и остается по факту сам собой. Плюс эти братья таскают еще этот безумный багаж, там, по-моему, 11 предметов, да, было этого багажа. И на самом деле это же даже не их вещи, это вещи их отца, которые создают иллюзию контроля. У меня, к сожалению, эта книга в онлайн-издании, но, например, я не могу не похвастаться. У меня, наверное, самое большое количество книг именно по Уэсу Андерсону. Это одна из них. Здесь про плохих отцов, но так как в фильме ему не стало, но все равно... Сделал травму. Как раз покажу. Это одна из иллюстраций, которая называется Baggage Brothers. По-моему, это лучшее название для этих братьев, хотя мне лично они еще и напоминают обложку Эбби Роуд Битлов. И, конечно, так как я задела уже историю с багажом, я должна о ней рассказать. Тем более, это не просто багаж, это багаж от Луи Виттон, который тоже создавал Марк Джейкобс. Он тогда работал, сотрудничал с Луи Виттоном. Но там, на самом деле, история гораздо более впечатляющая, потому что Уэсу Андерсону всегда нужно, чтобы ребята из каких-то мировых брендов сделали для него что-то особенное. И здесь его сотрудничество с брендом не было исключением. Конечно, чемоданы эти появились не с бухты-барахты. Марка, давай ты мне сделаешь коллекцию сумок. А давай. Нет, было немножко не так, потому что этот парень на самом деле очень хорошо знаком со всемирными брендами, и он очень скрупулезно изучает предметы роскоши. Он прям супер спец в этом. Я имею в виду Уэса Андерсона. Так вот, в 2005 году, еще за 2 года до выхода фильма, соответственно, он уже был в разработке, Уэс Андерсон, который живет в Париже уже довольно давно, за пределами Парижа, посетил мастерскую Луи Виттон, где смог ознакомиться с архивными коллекциями сундуков и сумок этой фирмы, этого бренда. Также немножко позже его брат Эрик нарисовал рисунки а-ля «Маленький принц», которые изображали пальм, носорогов, зебр, по-моему, там еще жирафы были. Вот я не помню точно, но на картинке будет видно. В общем, он их нарисовал, но так как рисунки были растиражированы, Марку Джейкобсу не сильно хотелось их применять. В общем, они искали, каким образом это оформить в сумке. В конечном итоге у экранных братьев Уитманов появилось 11 предметов багажа, который был обрамлен специальным тиснением, которое предложил Марк Джейкобс, и все решили, что это действительно очень правильное решение. Багаж начал выглядеть лучше. Также там остались маленькие животные, на них мы видим слонов, антилоп, пальмы и тому подобное. А кроме того, этот багаж выполнен из натуральной телячьей кожи made, что делает его не просто настоящим багажом, а еще и произведением искусства. После этих съемок Марк Джейкобс больше не сотрудничал с кино, кажется. Он говорил, что он чертовски занят и просто нет времени еще и на эту работу. Но когда ему вспоминали, а как же Уэс Андерсон, он говорил, так Уэс Андерсон знает, чего он хочет, и с ним работа идет очень быстро, очень легко и очень понятно.
Стоит отметить, что после съемок этого фильма некоторые предметы багажа братьев Уитманов стали коллекционными вещами. Некоторые предметы были проданы на одном из аукционов, и все вырученные деньги были направлены в фонд Равалла Малинаджи. Кроме того, стоит отметить, что Марк Джейкобс еще, как сотрудничая с Луи Виттоном, создал и обувь, синие туфли для героев этого фильма. В фильмах Уэса Андерсона чемодан — это в принципе частая история, довольно часто у него герои путешествуют, и, конечно же, им нужен приличный чемодан. Если здесь чемоданы были от Луи Виттон, вы наверняка знаете, что для фильма «Отель Гранд Будапешт» чемодан разрабатывала фирма Прада. Но это отдельная история, об этом фильме я еще не снимала, но если вам интересно, пишите в комментариях, сделаем и обзор этого фильма. Но каково же было мое удивление, когда я искала информацию про создание этого багажа и наткнулась на коллекцию Фаррелла Уильямса. Это дизайнер, который разрабатывает мужскую линейку для Луи Виттон сейчас, и его коллекция весна-лето 2006 года украшена как раз тем же паттерном, теми же слонами, антилопами и пальмами, как одежда, так и сумки. Он вдохновлялся этим принтом сафари, и оказывается, через почти 2 десятилетия этот принт наконец-то становится доступен как для потребителей люкса, так и для фанатов Уэса Андерсона. Наверняка он будет перепечатываться нашими любимыми Тему и подобными какими-то каналами получения, потребления одежды. Что ж, наверное, про Уэса Андерсона на сегодня все. Я была рада, что вам было интересно слушать этот выпуск. Какие еще фильмы Уэса Андерсона вы любите, напишите. Рассмотрим и их тоже. Я о нем, правда, знаю много и готова делиться и рассказывать. Благодарю, что были со мной. Подписывайтесь, оставайтесь. В следующий раз будем снова смотреть что-то интересное. Пока!